Всем привет! Сегодня я нахожусь в новом для себя городе в Польше, город Курник. И в этом видео я хочу показать и рассказать вам немножко про этот город. Это место полное истории, зелени и удивительных локаций. Сейчас, конечно, у нас зима, поэтому зелени не так много, но я думаю, будет тоже очень красиво. А я хочу, кстати, напомнить вам, что я иду к своей цели 20 тысяч зрителей на своем канале. Когда я достигну этой цифры, я сниму видео полностью на польском языке. Поэтому поддержите меня, если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. Chcę wam powiedzieć, że mam mały cel, żeby było nas tutaj 20 tysięcy. Jak tylko dobijemy do tej liczby, nagram filmik w całości po polsku. Wiem, że wiele osób ogląda moje filmy bez obserwowania kanału. Więc jeśli jesteś jedną z nich, kliknij subskrybuj. To naprawdę dużo для меня значит. Я нахожусь сейчас прямо в центре Курника. Курник находится, чтобы вы понимали, да, месторасположение, находится примерно в 20-25 километрах от Познани и примерно в 190 километрах от Вроцлава. Население этого небольшого города примерно 9-10 тысяч человек, это еще на 2022 год, и площадь примерно 6 километров квадратных. Посмотрите, какой красивый центр, рынок Курника, такая пешеходная широкая дорожка. Я думаю, летом было бы, конечно, намного красивее, все здесь было бы зеленое. И вот здесь летом включают фонтан, прямо из земли, да, бьет вода. Наверное, здесь бегают среди этого фонтана летом дети, мочат ноги. Уже представляю эту красивую картину. Городу Курник более 650 лет, но первые упоминания именно населения уже современного города, поселения, где-то начинается с XIV века. Есть несколько версий, почему город называется Курник. От слова «корник», потому что вокруг были леса, или от «курник», ведь жители могли заниматься птицеводством. Считается, что в XIX веке владелец города изменил букву «У» на «О», чтобы название звучало более благородно и не ассоциировалось с курятником. Курник, кстати, не первый город, который я показываю на своем YouTube-канале. Я уже ездила в разные города, пригороды, деревушки небольшие, показывала, как живут люди. И знаете, я часто думаю о том в такие моменты, сколько людей хотят переехать в Польшу, но останавливаются из-за страха перед документами, перед всей этой волокитой бумажной. Если у вас сейчас похожая ситуация, то я вас прекрасно понимаю. Поэтому хочу напомнить вам про проект «Справочник иммигранта». С ними я сотрудничаю уже не первый раз. Это команда, которая сопровождает вас по всему пути легализации, от оформления карты побыта до гражданства. Что мне в них нравится, они не просто берут документы, они сначала делают глубокий анализ вашей ситуации и честно вам говорят, какие у вас есть вообще шансы и по какому пути вам лучше идти. Далее личная встреча в офисе, подготовка к подаче и формирование полного пакета документов. Они подают все в Ужент и отслеживают статус дела на каждом этапе. А если решение затягивается, они могут помочь с ускорением процесса. И очень важно, у них сейчас действительно выгодные предложения. Если вы приходите с другом, то получаете скидку 10%. Если оформляете документы всей семьей, то 20% скидка для вас и вашего мужа или жены и 50% на ребенка. Плюс есть возможность оплаты в 3 части, и это делает услугу намного доступнее. Поэтому, если вы давно думаете о легализации, но не знаете, с чего начать, начните с бесплатной консультации с менеджером. Вам разберут вашу ситуацию, и вы уже будете понимать, какие у вас возможности. Все контакты я оставлю в описании под видео. Можно связаться напрямую с менеджером по телефону, либо написать в Telegram-бот. Ну а мы с вами продолжим гулять по Курнику. А здесь в центре прям вот такая красивая католическая церковь, костел Курника.
Красивый большой костел. Костел был основан в 1437 году, то есть ему более 600 лет, и он считается одним из древнейших святынь в этом городе. Мы зашли все-таки в костел. Но здесь закрыто, наверное, понедельник, потому что... Но он красивый, очень красивый. Так тихо здесь, спокойно вообще. Класс. Здесь такая вот решетка стоит закрыта. Ну, пойдем посмотрим задний двор. Пойдем, Матюш? Пойдем. Вот такой задний двор здесь в костеле. Пойдем посмотрим. Я видела, что отсюда выходил человек, значит, по идее, сюда можно заходить. Тут какие-то двери, что-то такое. Каплица адорации. Посмотрим, что сзади находится. Сзади ничего, сзади просто костел. Нет, ничего, мама. Тут лампа. Лампка. Здесь написано, что Ксёндж Анджей Александрович. Он здесь в 1841 году похоронили его здесь или что. Я не понимаю, плохо видно вообще, что написано. Может, вы как раз в комментариях скажете. Здесь лампа стоит, лампадка. Это прямо сзади костела. Может быть, это был первый ксёндж этого костела. Не знаю. Ну что, едем в следующее красивое место в этом городе, которое славит этот город. И сюда приезжают немало туристов, чтобы посмотреть на это красивое место. Так как у нас раннее утро и мы еще не завтракали, зайдем в местную цукерню здесь в центре и что-то перекусим с Адюшей. Взяла себе кофе, булочку, Адюше булочку и сок. Покажи, какая у тебя булочка. С фруктами, да? Покушаем и пойдем дальше гулять. Кстати, интересный факт, что город Курник имеет побратимые города. Город в Германии, боюсь ошибиться в названии, поэтому вот здесь вот напишу, как называется город. И самое интересное, что с 2018 года город Курник побратим с городом в Украине Умань. Очень интересный факт. Цель такого партнерства – это обмен культурой, поддержка людей, а не политики, совместные проекты, помощь в сложные времена. Например, школьники ездят друг к другу по обмену, именно студенты, школьники, проходят фестивали, выставки, культурные дни, города делятся опытом в управлении экологией и образованием. Меня эта информация вообще очень приятно удивила, особенно с тем, что партнерство именно с украинским городом Умань. Я была в Умане один раз, очень тоже красивый город, небольшой. И вообще такие партнерства заключаются между городами примерно одинаковые по площади, там, населению, чтобы было проще налаживать коммуникацию. Ну что, я пришла. Место, которое украшает этот город, небольшой город, это замок. Замок очень красивый. Сейчас, к сожалению, он закрыт. Мы не сможем туда попасть, но я немножко вам про него расскажу. Eso no lo quería, no, 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 yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Замок соединен с природой со всех сторон. Он окружен рвом с водой, где плавают утки, парком и знаменитым дендрарием. Кстати, дендрарий, который находится рядом с замком, считается самым старым и крупным в Польше.
и один из 4 крупнейших во всей Европе. Тут собрано более 3000 видов различных кустарников, растений, деревьев со всего мира. Видите, здесь при замке есть такой автомат, где можно купить билеты. Здесь находится библиотека, тоже попозже расскажу вам. Музей. Вот можно посмотреть дни открытых дверей. В какую дату, во сколько, что открыто. Также здесь есть какие-то организационные, могут быть, и представления. Да, музей, когда работает, и когда работает библиотека, написано. Этот замок в Курнике был построен еще в XIV веке, но не как замок, а как крепость, которой оборонялись. А уже в XIX веке построили его как замок в таком неоготическом стиле. Была перестройка, реставрация. Сейчас в этом замке находится музей и библиотека. Кстати, библиотека в этом замке одна из крупных во всей Польше, занимает 5-е место по масштабности. В ней находятся более 400 тысяч томов. Зайдем с Идюшей вовнутрь, посмотрим, что там внутри. Открывай дверку. Давай, открывай. Оп. Не хочет открываться. Мы сейчас хотели зайти, но музей закрыт. Ну, я это говорила раньше. Библиотека открыта. На 2-м этаже, сказали мне, находится читальный зал. Но зайти посмотреть нельзя, потому что там обычно сидят, да, читают. Там должна быть тишина, и там сидят как бы студенты. Поэтому так просто зайти посмотреть. Я попросила, можно посмотреть? Сказали нет. Кстати, паркинг прямо перед замком 1 час стоит 10 злотых, а мы припарковались в 5 минутах пешком, медленным шагом. Вот там вот в центре 1 час 1 злотый. Это вам на заметку, кто будет собираться, например, ехать в Курник посмотреть замок, музей посетить, то вот можете иметь в виду, что не обязательно парковаться прямо перед замком. Видите, здесь про библиотеку написано 450 тысяч объектов, 40 тысяч старых, как бы распечатанных всяких журналов, рукописей. Вот, 15 тысяч рукописей в библиотеке. Конечно, интересно было бы на нее посмотреть, но ничего, я приложу сюда вам обязательно кадры. Здесь также можно про историю замка почитать. Вот, сейчас не буду, конечно, все я вам тут рассказывать, но здесь реально очень много чего интересного. Также можно купить вот билеты. Нормальный билет 40 злотых стоит в замок. Билет льготный 20 злотых стоит. Аудиогид 15 злотых. Существует легенда, что в этом замке по ночам ходит женщина в белом платье. Это бывшая хозяйка этого замка, владелица. Эту легенду любят рассказывать особенно экскурсоводы, поэтому верить этой мистической истории или нет, дело каждого. Solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo, yeah. No sé si soy invisible. Я, смотрите, приехала еще в одно интересное место в городе Курник. Сзади меня, правда, все заснежено и не очень видно хорошо. Находится большая площадка для игры в американский футбол и также для занятий легкой атлетикой. Очень большая площадка, рядом с которой находится очень красивый пешеходный мост. Сейчас покажу вам и его тоже. Вот он уже виднеется, мост. Красивый. Рядом здесь такие лавочки, площадка. Можно посидеть. Вижу, там даже фонтан есть.
И здесь также есть бар. Он сейчас закрыт, но здесь тоже можно посидеть. Наверное, летом здесь лежаки выставляют, потому что на карте показано, что здесь находится пляж. И летом здесь люди загорают. Смотрите, как все у нас позамерзало, видите? Все просто заснеженное во льду. А вот и мост. Посмотрите, красота какая. Ну, красота же. Та-да! Я люблю такие мосты. У нас во Вроцлаве тоже есть красивые мосты, и я люблю проезжать даже на машине, если вот, ну, на машине чаще всего езжу. Очень красиво. Тут даже прямо на мосту лавочки стоят, можно посидеть. И летом здесь, наверное, очень красивый вид с моста на такое озеро. Этот мост еще ночью подсвечивается. Также от этого моста туда вдоль Курника пешеходная, беговая дорожка, спортивная, так скажем, дорожка, которая примерно простилается 3 километра в длину. И можно на великах кататься, на роликах, просто гулять пешком. Такая красивая дорожка прямо по набережной. И, наверное, на закате очень красиво вот так вот прогуляться с семьей. В общем, город, конечно, Курник, очень живописный, который окружает со всех сторон вода, леса. Мне очень нравится. Смотрите, вот замок через дорогу. И напротив замка, тут, конечно, сейчас зима и все замерзло, но здесь находится вот такой красивый пейзаж, река, озеро. И здесь такая дорожка. Пешеходная, велосипедная, можно бегать, кататься на велосипеде, на роликах. Видите, такая длинная. Очень красиво. Очень хотелось бы, конечно, посмотреть на всю эту красоту летом, когда здесь все цветет и зеленое. Но даже сейчас зимой тоже очень красиво. В Курнике, кстати, учитывая, что это такой небольшой город, в нем находится 5 государственных садиков и 5 частных садиков, да, то есть в сумме 10 садиков. Мне кажется, это очень показательно. Есть также школа, я бы даже сказала комплекс, так как в ней находится начальная, средняя и старшая школа. Университетов в Курнике нет. Ближайшие университеты находятся в Познани. Но здесь до Познани ехать недалеко, так что вполне приемлемо. Посмотрите, какие дороги в Курнике. Ровные. Это такой неприметный небольшой переулочек. Я заехала специально, чтобы посмотреть. Все аккуратно, все чисто. А это один из садиков. Скорее всего, это будет частный садик. Вот такое красивое здание. Тут, видите, во дворе даже есть кольцо баскетбольное. Вот. Смотрите, мы нашли здесь музей детства, детский музей, так сказать. Вот что здесь есть. Здесь можно и поиграть, и ковярня есть, и игрушки, магазин, где можно купить игрушки. И я прочитала в комментариях в Гугле, что люди, которые сюда приходили, вспоминали свое детство, игрушки 70-х, 80-х, 90-х годов здесь можно увидеть. Смотрите, здесь такой маленький ресторанчик мы нашли, наверное, китайский, потому что на 2-м этаже, видите, висят такие, как китайские или японские лампы. Написано, что Юж отверты, но типа они, как я понимаю, наверное, только недавно открылись. Запрошamy
Маленький такой, красивый. Один из салонов красоты. Там стригут собак, салон. Тоже для стрижки. Красивые домики. Вот так живут здесь люди. Здесь нет никаких высоток. Все вот такие вот частного типа, так сказать, здания. Максимум двухэтажные. Вот, но такой уютный небольшой город. Ну что, мои дорогие, я надеюсь, вам понравился город Курник. Напишите в комментариях, были ли вы здесь когда-нибудь. Очень интересно будет почитать. Если вам понравился город, обязательно ставьте лайк этому видео. Ваша обратная связь для меня очень много значит. Если я увижу много активности на своем канале, то я продолжу снимать в таком формате видео и посещать другие разные интересные города. Ну а я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.